Шестикрылый змей. Шестерка, привет. Когда скидка на проходку? 90% мини-игры, вещи бога, свадьбы и секс. Выживание бомжа, гриф с ТНТ, скай, ПВП, квартиры, тачки, оружие, криптовалюта и майнинг. И как, узнали эту рожу? Это шестикрылый змей, очередной базированный на ультра и комикс по поням, хайпивший лет 5-7 назад и собравший у нас какие-то, ё-моё, невероятные просмотры. Что ты лысый, плаки-плаки или нормалдаки? Вероятно, вы тогда застали этого ужика, если так же, как и я, росли на подобной трэшатине. Я тебе куда казал ехать? И смотрели каналы этих двух интересных персонажей. Обама. Спасибо им, кстати, за озвучку наших детских. Если бы не они, я бы вырос нормальным человеком. Но знали ли вы, как там все закончилось? В этой-то гадюке шестикрылой? Ноуп. Его не забросили, как вы могли подумать. Все это время автор не забывал про него и с невероятным минусовым КПД клепал этого Горыныча. И знаете... Сегодня не будет никаких пародий на создателей. Не будет инди-разработчиков и не будет всяких там славчиназисов. Сегодня будет сам автор шестикрылого змея. В кои-то веке наши бесплатно работающие парнокопытные интервьюеры смогли выполнить свою задачу. Взять интервью, которое будет плотно интегрировано в само видео. Поэтому я хочу сказать автору огромное спасибо. Хорош, нормальный мужик, настоящий мужик. Ссылочку на его DeviantArt вы найдете в описании. А полное интервью в моем телеграм-канале. Просто потому что я не знаю, куда его еще впихнуть. Извините, опыта в подобных делах у меня не было. Кое-кто отказал. Blue Beaver. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Это никнейм того человека, что стоит за созданием гадюки шестикрылой. О его личности мало чего известно. Единственная известная соцсеть, что он имеет, это DeviantArt. И Affinity, посвященный его творчеству. Дата регистрации коего насчитывает уже 18 лет. Сколько? Да, Бобр начал свою творческую деятельность еще в далеких 2000-х годах, когда не то, что моей целевой не существовало в априори, но и меня... Вероятно, тогда ему было что около 20 лет. И на тот момент Кулу уже неплохо рисовал. Я бы даже сказал, вообще неплохо. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. И на протяжении следующего десятка лет таргет его работ был в основном направлен на Happy Tree Friends. Для тех, кто не знает, это мультсериал с подвохом. Прям как тайская жизнь, который заключается в черном юморе. И слоган коего звучит как мясо, матюки, и голый. Соответственно, оттуда и пошел аватар автора с его никнеймом. Ну, не совсем оттуда, как оказалось, это его ОС, ну... Окей. Мир автора резко перевернулся только лишь в 2010-м, когда вышел My Little Pony. А я думаю, мне не надо повторять, что происходило тогда. А уже через год Синий Бобр вовсю оказался захвачен его влиянием, даже несмотря на то, что изначально тому понравился лишь визуальный стиль шоу, и под его впечатлением тот нарисовал первый арт по этой теме. Ну а дальше пони слось. Да если бы у меня был такой первый арт, я был бы уже супермен. Сказать то, что его сильно увлекла эта тема, не сказать ничего. А зная бэкграунд, становится неудивителен тот факт, что Бобра заинтересовали навевшие суеты тогда кексики. Суету навести охота. А я все думал, куда же без капкейков? Однако одноименный фанфик, мягко говоря, ему не вкатил. На удивление, буквенная ультра только лишь нагнала на него депрессняк. И тут Кула посетила идея. Сделать ровно то же, что пытались провернуть многие тогда. Ну шо, пацаны, перепишем капкейки? Забацать свою альтернативную хорошую концовку с Блэк Джеком и Шо, где все закончилось по-другому. Новый построю. С этой идеей Бобр взял ручку и принялся рисовать раскадровки. Австралийское переосмысление капкейков не заставило себя долго ждать, и уже в 2013-м вышла первая страница комикса. На английском ютубе смаколик подхватили сразу же и смаковали ближайшие 4 года. До тех пор, пока не вышло достаточное количество страниц, чтобы на них смог обратить внимание его величество, мне нечего сказать. Или же легенда Найт Сити, iWatcher Comics. И на этом моменте произошел очередной 1 200 000 на балансе
балансе момент. И Байваша своей богоподобной озвучкой вновь родил царь-бомбу, которая разом заткнула весь американский YouTube, наведя суеты на 14 лямов просмотров. Сус! Эх, вечер комикс, на что ты нас покинул, батенька? На хауслайтов. На хауслайтов он нас покинул. Что ты вот этим добился? Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну так, не глубинно, но осуждаю. Кстати, о них. Эта шайтан-бригада тоже в стороне не стояла. Ну, по факту реально не стояла. Скорее сказать, медленно ползла и подсосалась в эту движуху только лишь спустя 2 года, когда хайп уже утих. Но, тем не менее, по 200 на сериях и почти лям на сборнике тоже внесли значительный импакт в травмирование психики тех, кто это видел. Сказать, что мужик на авторе прикол, ничего не сказать. Вот это прикол! Однако, в отличие от некоторых, самообладание тот не потерял и продолжил работать над комиксом в своем, привычном для него темпе. Так тянулись недели, месяца, годы, а почему-то новую серию с продолжением замесов ни Houselight, ни iWatcher Comics так и не выпустили. iWatcher, а де прода? Ну мне не надо! Houselight, а де прода? А в чем же дело? Ну, всему свое время. Сначала пройдемся по сюжету. Внимание, анекдот. Сидел, значит, Максим, изучал творчество акулы Блюбивера и видит рофл. А вот этот-то комикс про Шкета и Пинкамину тоже он сделал, представляете? Не, ну ты представляешь? Ну и это самое. Водил я, короче, на фильм по ФНАФу того теоретика, блин, потому что это животное сказала, что это приквел. А на следующий день, когда я уже все законспектовал, автор ответил мне, что это не имело отношения к змею. Ну что, теоретик, за базар будем отвечать? Я откуда знал, там методика отлова жертв. Своя методика у каждого дома. Так как у нас горят трубы, или дедлайн, как там вообще? Да, 10. То сейчас вам Матвей Недогенста вкратце расскажет, что там было. Ибо это все-таки имеет ценность со стороны того, как автор работает с сюжетом. Лежал, значит, Лакич на травке, никого не трогал, как вдруг подбегает к нему розовая и говорит: мальчик, пойдем со мной, я тебе сюрприз покажу. Наивный дурак, естественно, соглашается. По прибытию на хату точно не злого злодея Маньякича, тому выдают кекс со снотворным. Просыпается Лакич уже в подвале дома, и кобыла вежливо намекает, что вот и все, жеребенка сейчас пустят на знаменитый чешский рыгомлет. В этот момент Лакич вспоминает про матушку и отца, которые явно будут плакать о его пропаже. Он размышляет, что если бы он мог нормально попрощаться, то, наверное, не чувствовал бы себя так плохо. Меланхоличные размышления ГГ прерывает на кобыле, которая решает начать малого на шашлык, но тот до жути боится уколов и отрубается. Из-за того, что молодой безумно боится уколов, розовая начинает его нещадно б***ить, так как он даже не сопротивляется, как остальные. А для большего веселья нужно, чтобы кричала, скулила, орала, ну и так далее. Спустя одну словесную перепалку уровня «ты плохая, нет, ты плохой», розовая неожиданно предлагает Лакичу пойти в ее ученики. В голове Лакича план звучал отлично, надежно, как швейцарские часы. Однако, вопреки банальным тропам, паренек смекает, что он не первый тут, и лучше даже не пытаться играть в игры с этой на голову. Удивительно, но у Лакича в тот момент созревает другой план, еще более надежный, чем предыдущий. Что если поиграть с розовой в игру, поставив на кон свою жизнь? Идея, мягко говоря, сомнительная, однако розовой она понравилась, и она проиграла. Вот это прикол! Казалось бы, ГГ, однако тут не мир диагноза, поэтому розовая так просто Лакича не отпустит, так как он видел некоторые страшные вещи. Но выход есть. Таинственный шприц. Выбора у малого нету, но ему страшно до жути. И тут... я не знаю, как это сказать. Внутри розовой просыпается совесть, и та подбадривает молодого, чтобы тот не боялся. У него все равно нет выбора. И... происходит вот это. У малого, видать, память совсем короткая, и он забыл, что эта кобыла его на шашлык пустить хотела буквально пару минут назад. В любом случае, он соглашается, перебарывает страх и принимает шприц, после чего очухивается посреди полянки. Получается, розовая клятву сдержала, а на наших глазах произошло развитие персонажа. Вот уж не думал, что буду нахваливать крипипасту по поням. Лакич вроде как помнит, что на подвале розовой происходят жуткие вещи, однако он просто списывает это на сон и горделивой походкой топает домой. Что могу сказать? На мое удивление, тут есть чеховское ружье в виде боязни уколов, развитие персонажа и даже какая-то
Мораль? Нет, правда, по сравнению с бесконечным болотом диагноза, это произведение явно лучше. Мне просто нечего добавить тут. Это тупо приятное произведение, где автор хотел заложить чуть-чуть больше смысла, чем бессмысленная резня и возвышение маньяков. А чё? Оказывается, над комиксом можно постараться? Это же где видано такое? Да еще и в мини-комиксе. А что ж там будет в Максе, ёпту? Ну, там будет не все так однозначно. Это мой сын, папа. Это мой внук? Я ваш внук, да, дед. А чего ты похож на В этот раз в этом проклятом казино выиграла Радуга Дуга. Выпал ее номер, и за кадром бабища фэшн-платья. Ай-яй-яй, что за прикидончик? По стандарту, заданным кексами, затянула молодую к себе в погреб. Вафледрон с крылышками до последнего отказывался верить в то, что потлатая собралась ее нафаршировать. И даже в таком положении продолжила морально давить этого чешского пекаря, выводя того на чистую воду. Я микрофон. Для Rainbow Dash, как и для нас, стало ясно, что эта кучерявая чем-то одержима. И одержимость это заставляет ту делать все это непотребство. Только вот после той истории с пацаном, нитки, удерживающие марионетку, начали рваться. Порвала кукольку. А после слезовыжимательной сцены и пары флешбеков посыпались одна за другой. Поделать тут Шиза уже ничего не смогла, как бы ни пыталась. За девок и двор Пинкамина стреляет в упор. Не хочет больше Пинкамина плясать под его дудку. Теперь она сама себе хозяин. Нытье Пинкамины... Пинкамины. Нет, блин, сюрприз. Как это вообще, типа, как мне ее именовать? У нее волосы прямые стали. Это считается Пинкаминой? Так она вроде добрый, она раскаялась-то. А раньше она кем была? Блин, мне кажется, надо звать теоретиком. Не, братан, сори, я умываю лапы. Нытье Пинкамины стало последней каплей для того, что засело в ее голове, и оно собралось само закончить начатое. Однако Пинки Пай оказалась не из роб. Но однако голосу в голове было уже ультрафиолетово. Он достаточно напитался страхом Rainbow Dash, чтобы обрести телесную форму. Сущность в виде гномика покинула тело Пинки Пай и, разнеся весь сахарный уголок, оказалась на свободе. А шо, сколько сидел? А ну стоять! Фамилия, имя, отчество, ты быстро! Остальных подруг, пришедших искать Rainbow Dash с Пинки в кондитерскую, что взорвалась на их глазах, представлять даже не надо, вон они, слева направо, охуевшие оружие. Но причиной таких морд послужила далеко не взорванная хата. Ею был шестикрылый змей. Это была не очередная личность Пинки Пай, где-то заплакал один G54. Это была гадюка собственной персоной. Дух насилия и жестокости, что ранее правила квестрийским балом, на фоне коего меркнули даже рофлы Дискорда. Но как и последний, змей, или же чума, как того прозвали принцессы, был заточен не контрящийся ультой аликорнов, элементами гармонии. Правда, как сказал Чумной дочь... Правда, как сказал Чумной, и с его заточением принцессы, ну, облажались немножко. Ну, это, в принципе, база, да? Звезданет. Не должно. Очутился шестикрылый пятичлен здесь именно что из-за их глупости, ведь Ящерков был забит в самое глухое древо вечно дикого леса. И тусовался с термитами он 1000 лет, до тех пор, пока дух везения, великий Анонимус, не спустил на этот пенек, ну, в принципе, дальше можно не продолжать, молнию, разнося его и высвобождая этого Сережу Чуму. И всего спустя пару дней после падения Nightmare Moon, сущность в виде змея уже осела в Пинки Пай, и на ближайшие 2 сезона та, планомерно следуя его указкам, устраивала хоррор в Понивиле. Уже знаем для каких целей. Покушать приготовить. Чтобы во нахавалась страданий и материализировалась просто потому, что ей, видите ли, захотелось рассказать свой злодейский план. Типа, змея подколодная, она
готовить кексики, как бы, ну, ты проголодался или по приколу, чисто по рофлу. Тем временем Змеючка вообще ловит лютых угарычей и ни к селу, ни к городу начинает киберпить не пойми откуда взявшуюся Apple Bloom, которая в поисках своей кьюти-марки помогала Пинкачу крафтить десерты австрийской кухни. Типа, я не эксперт, но как ты могла перепутать фарш с клубничным джемом? А можно какашенцию с шоколадом перепутать? Я просто не пробовал, не проверял. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. На фоне такого спонтанного открытия Applejack разошлась как тот мужик с неожиданным заявлением. То, что ты Типа, бро, я все понимаю, но напротив вас стоит какая-то хтоническая нёх, а вы стоите, отношения выясняете. Змей Саныч тоже угорает стоит, смотри на него, блядь. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя. Да она не может любить меня! Но пока текла вода, Твайлайт времени не теряла и успела сбегать за элементами. И прокричав что-то про энчантингс, Ну давай, нападай. шестерка приготовилась чистить очередному вылезшему из ниоткуда духу какой-то, ну, фиг, очевидно. Но магические артефакты, доселе завалившие не одну пожилую гадость, в этот раз дали осечку. Попытавшись в панике отправить письмо Сельди, то даже не было передано на новую почту. Горыныч сжег его быстрее дракончика, навязывая свои правила игры. Теперь ходит гадюка. Что ж, Начав считалочку, он быстро выбрал себе жертву среди разбегающихся паней, и по итогу псевдореферендума один мужичок был нашинкован и съеден. А его голова улетела в окно соседки тети Тамары. баскетбол ногой. Тетю Тамару жалко. Ты прикинь, сидишь, закатываешь, короче, бутыльки, и тут в окно пасхалка залетает. Тетя Тамара, жалко. Немного покеков с лица Твайлайт, в атаку пошла Пинки Пай. Я сейчас буду биться головой об стену, об диван, обо все, блин. В атаку пошла Пинки Мина, будем ее так называть. Вероятно, надеясь задавить соучастника авторитетом, попутно признаваясь в том, что она не была одержима, а просто поверила в сказки о конце света и необходимых жертвах. Царствие небесное, дебил. Луна, эй-эй-эй, наше супероружие устроило. Сколько там лет за серийку? Немало? Ну вырежи этот закон в новой поправке. Но на самом деле Ужик даже не врал, а вероятно говорил правду. Единственное, что тут делает, так это привносит в мир баланс. Дух насилия просто делает свою работу, как и остальные ему подобные. Не делая он то, что делает, и мир, который устроен подобным образом, Я ебал розетку, это шо, злодей с мотивацией? А ну держите меня семеро, я сейчас в Мексику буду крыть пенис. Так, а пока рептилию увели, я скажу, что это не просто злодей с мотивацией. Это наводит на мысль о том, что аликорны здесь не освободители, а тираны, насильно захватившие власть, и диктаторы, что переформатировали в камень всех, кто угрожал их власти. Не, ребята, спасибо, я сам уйду. Такие размышления не только меня до истерики довели своей четкостью. Чё, живешь там, делаешь, тёлка кинула, чё там, чё-то приуныл. Приуныл я, блин. Но и элементов тоже. Поэтому, даже не желая думать о таком раскладе, живое олицетворение гармонии все и целиком пошло в атаку. Видеть мой глаз. Месить змея тем, в чем мать родила. ЛГБТ-лазер Твайлайт не принес существенного результата. Опущенная молния радужного побросителя была отражена обратно в нее, пропаливая хвост и снося лайт-версию Биг Бена, чуть не раздавив вовремя среагировавших донатеров, или кто это вообще. Это Пригожин же! На всей этой суете, не пойми откуда, и прямо посреди замеса, какая-то мишком прибабаханная кубела просто берет и на лютых наглычах выводит из махача Apple Bloom, телепортируя, телепортировала, телевизор дрыц, телепортируя с ней куда-то. Ну... Типа, с рожей все нормально, или она у тебя опять смешная? То есть, на змея ты вот, в принципе, кричала, а когда какая-то рандомная бабка твою, эту, сеструху куда-то телепортировала, я сижу, пью сидр, мне вообще все равно, даже дверь в амбаре открыта. Ну, вообще-то, это персонаж из игры Story of Blanks, и ее зовут Руби. Каким вообще раком был бы
решил запихнуть этого персонажа в свою шедевральную дичь, честно, я в душе не. По сюжету игры Apple Bloom увязала за Twilight Sparkle, которая шла к Закоре. Мы же тоже умеем бегать, Володя. Ё-моё. Возвращавшись назад, Apple Bloom заметила странную пане, которая шла куда-то далеко-далеко в этим персонажем, и оказалась Руби. Apple Bloom пошла посмотреть, что это за странный персонаж такой. Вот так детей крадут! Быстро и без свидетелей! И в итоге она нашла небольшую деревеньку, которая в целом выглядела как обычно. Но войдя в один из домов, она заметила скелеты, кости и черепа. От такого, простите мой французский, Apple Bloom просто взяла и съебалась из этой деревни. И в этом ей помогла Руби. К слову, история весьма простая, но она стала какой популярной. Супер! Ведь по ней по сей день выходят всякие фанатские продолжения, ремейки, перезапуски и так далее. Тут все есть, что тебе надо. По ней даже комикс есть. Чтоб я так жил, как этот бобр отсылки вставляет. Это ж надо было догадаться вклинить в повествование ноунеймового какого-то нищенского персонажа, чтобы он его остановил, светанул мордой и убрал малыху. Ты что, здесь один сидишь и пьешь вино? Это не просто гнев, то, что живет во мне. Когда те наконец испарились, жесткая заруба продолжилась. И Ужик был решительно настроен закидать элементов арматуры. Но Егорка быстро наколдовала щит, отражая смертоносный дождь своеобразных колхозных флешет. Тут же голову Твайлайт посещает идея, и даже не свинцовая. Я бы посмотрел. Осуждаю. Отвлекая змеюку горшком по голове. Чё за... Твайлайт успела кастануть в Горыныча замораживающий спелл, сбивая его ульту и выигрывая время для контрудара Радуги Дуги, разбивший его конечность в щепки своим дэшем. Сказал змей и щелчком когтя аннигилировал воздушное превосходство противника в провинции. А ну, стой. Однако потеря авиации роли уже не играла. Спаркл накопила достаточно манны и харкнула в змея ультой, задолжить которую тот не успел. Чё она? Нет, серьезно. Это все. Комик закончился, блин. Все, очередная гребаная победа союзников на элементах. Празднуем День Деп. Змея заморозили, и, вероятно, тот остался стоять ледяной статуей где-то в Понивиле. Ну или Аликорнычи на жаднычах его потом к себе в сад уволокли. Но вот чуете этот запах? Это запах слитой концовки дропнутого проекта. Типа, история закончилась на том, что мужика просто превратили в этот смайлик. Она окончилась на завязке. Это как купить ящик рэва, просто чтобы его мамка на следующий день выкинула. Это как драть. И на самом деле вам не кажется. Вероятно, вы даже не знали, что гадюку заморозили. Потому что после видео хауслайтов, да даже я бы сказал, после видео айвечера, страницы стали выходить все реже и реже. Продуктивность упала до 1 страницы в год. А последняя вышла только лишь 3 месяца назад. Просто держите у себя в голове тот факт, что комикс начал создаваться еще 11 лет назад. Почему я сказал последняя страница? Потому что вот совсем недавно он был окончательно отменен. ГГ не будет. Официально по причине того, что человек устал, потерял интерес к этому делу, да и сам Кулыч давно уже не беззаботный школьник, который может тратить время на творчество. Впрочем, он не был им и тогда, когда начинал работу над комиксом. Ему уже в 2 раза больше лет, чем моей основной аудитории, чем мне. Это я к тому, что бобру уже как-то не до порисулек. Вот и все. Как долго можно заниматься тем, что не приносит тебе ничего? И даже удовольствие. Ответ очевиден. Но хвала Блю Биверу! Мы имеем сценарий того, как должны были развиться события дальше, после сцены с заморозкой. Вот значит, как все должно было развиваться. Пинки Пай разбила змея целиком, так сказать, искупая свою вину. Но этого оказалось недостаточно. Змей регенерировал, и противопоставить ему Твайлайт уже ничего не может. Кончилась манна. Параллельно с этим пасхалка на ножках вернула Apple Bloom на ферму. Сын фермера. Рассказала напыханной Сельде то, что происходит. Да, В
Поневиле же после этих слов начался сущий кошмар. Шестикрылыч литературно выпустил рой вафледронов, что подожгли городок и положили на лопатку всю шестерку. Но здесь в игру уже вступили геймчейнджеры на аликорнах и телепортировали змеюку внезапно, на Луну, где начался жесткий замес между ними. И Сельдь высвободила всю мощь солнца, чтобы сжечь чуму. И заодно, судя по всему, спутник вместе с ней. Не злите аликорнов, блин. В селе же шестерка побазарила и выяснила у Пинки, как все происходило на самом деле, что позволило понять и простить ее. Следом же, после зарубы на Луне, вернулась и Селестия с Луной. І Ужик тоже. О, Ужик, як? Повзе. А что ты робишь? Что ты робишь? Поэтому Месилова продолжается. И в ходе ожесточенной текстовой битвы Твайлайт приходит к выводу, что чума проиграла еще тогда, когда Пинкич отказалась подчиняться ему. Что бы это ни значило, там так написано. Я чуть не понял. Что, прикалываешься? Такие умозаключения заставляют Шестикрылыча отрезать Мейн Сикс от принцессы. Но Селестия успела выкинуть последний козырь, за который она получила бы от всех. Аликарнизировать Искорку. Какого сена? После чего шестерка вместе с гадюкой перенеслись в Воин, где та приняла свою финальную форму. Запив австралийского характера продолжается. Спаркл вновь возводит щит, внутри коего, видимо, просто от них делать, и окончательно мирятся. И происходит чудо. Элементы гармонии реактивируются. Ведь причина, по которой они не сработали изначально, заключалась в ссоре между Эпплджек и Розовой. То, что ты После этого элементы аммонии показали Горынычу, что такое настоящая дружба Майя. Ведь артефакты в этот раз сработали так, как надо, выполняя свою задачу по ликвидации очередного, слишком много на себя взявшего древнего злодея. Это фиаско, братан. Однако тут есть одно но. Как бы финальная концовка до конца не была определена, и мы имеем несколько вариантов. В первом, Змеич был бы дезинтегрирован, а его сущность улетела бы бороздить просторы космоса. Вероятно, где-то на орбите Луны, затусившись в одной компашке с Уитли. Либо же Ужик мог не улетать, а просто стать новым созвездием. Но автору как-то не зашла идея, что злодей бы смотрел на всех сверху вниз. Это прерогатива G54. Ну или еще был вариант, где после дезинтеграции Шестикрылыч трансформировался бы в звездючка с амнезией, который, цитирую дословно, был бы способен начать новую жизнь. Я нормальный пацан. Ты какой фанфик уважаешь? Ну-ка быстро. Ты какой фанфик уважаешь? А? Я... Стальные крылья, смотри. Мне грехи прошлого нравятся. Чё? Что ли? Я ненавижу грехи прошлого. Я уважаю фанфик «Стальные крылья». По эпилогу у нас должна была выйти следующая. Немного баянистая, но картина. Поневиль бы отстроили. Бахнули в Эквестрию пятилетку за 3 года. Крыло Побросителя попытались бы пришить назад нитками и словами. Чего? А остальная пятерка отстроила бы хату Пинкича в качестве, так сказать, подарка на днюху. Не дорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... А можно как-то билетик в Эквестрию? Желательно в один конец, потому что я... Как говорится, чтобы та не грустила у себя на каменной ферме. Вот такой вот по итогу сюжет. Вот оно! Оказывается, можно сделать хороший комикс, если того пожелать. Я не верю в то, что хочу сказать, но мне это понравилось. Не уважить обзорщиков. Оно хорошо, с какой стороны на него не глянь. Рисовка, как и мексиканский Влад Бумага. И всем привет, меня зовут Влада 4. Бобр не особо парился и решил воссоздать стиль Hasbro. И даже улучшил его в некоторых моментах, иногда накидывая светотень. И самое главное, он не просто сделал слайд-шоу, как кое-кто. Мужик реально сделал комикс со всеми его атрибутами. Динамические переходы между панелями, стилизация, уместные диалоги, которые не занимают 80% экрана словесным поносом. Ага, привет, Мексика. Вот текст буквой Г. Все четко и по делу. Нет ничего лишнего. Почти. И это, блин, читается живо. А про сцены файта я вообще промолчу. Это реальный эпик. Где это видно, чтоб меня штырило от картинок, блин? Да, конечно, комикс хоть и не блистает оригинальностью, но является достойным и почти самостоятельным произведением. И его килл-фича заключается не только в усовершенствованной рисовке, но и в том, что Blue Beaver
охренеть как четко передал у себя оригинальные характеры персонажей и практически не выбивался из общей тенденции серии, заданной самими Hasbro. Где ты ходишь, оглядывайся. Мне ж даже интересно стало, а правда ли он бобер? Я бы назвал его хамелеоном, потому что так удачно мимикрировать под визуальный повествовательный стиль Hasbro, причем даже без подготовки, первым артом и первым проектом, может далеко не каждый. 8 лет уже как не может. Типа вы сейчас скажете: Максим, ты что, совсем вафледрон? Какой вафледрон? Там мужика располовинили. Какой, блин, хасбровский стиль, блин, ё-моё, блин. Прикол в том, что именно таким я мог бы себе представить МЛП, будь у него возрастной рейтинг, позволяющий носить. Я верю в то, что мог бы существовать такой вот дух. В конце концов, у нас есть аликорны любви, он даже Алик Огня появился. Не, подожди, вообще, о чем речь? В МЛП даже фури есть, блин, литературные, бери или что там с ними обычно делают. Я верю, что этот вафлекрыл мог быть ранее забит копытами принцессы Унитаза и принцессы Железяки. Представляете? Я верю, что он мог вернуться и навалить жесть. Этому способствуют не только нормальные характеры, а и максимально приближенная к оригинальным сериям структура сюжета и дотошное внимание к каноничному лору. Здесь можно даже мораль вывести, как и в конце каждой серии. Дорогая принцесса Сирия, сегодня я узнала, что нельзя поддаваться эмоциям и срываться на друзей, не разобравшись в ситуации. А еще, простите по-братски Пинки Пай за то, что на деревню выпала. Ваша верная ученица Твайлайт Спаркл. И Селестия такая: я прощаю тебя. Ну так, а типа реально? Я всеми смешными рожами в нашем дискорде клянусь. Я как будто бы посмотрел двухсерийник про звездюливание очередного злодея. Ибо мужик даже эти рожи смог передать. Он держит этот самый баланс между серьезностью и юмором, прямо как оригинальный сериал. Для баланса вселенной. Это ж как надо было упороться, чтобы заставить Эпплджек корчить свои те же самые смешные рожи из сериала, прям один в один, вот здесь, в этом комиксе. Блин, я балдею, какой балдеж. А что касаемо сюжета, ну, здесь уже не впрямь так все однозначно, как того хотелось бы, как то было, например, с тем же Лаки Джоем. Изначально автор хотел сделать альтернативную концовку кексиков. Альтернативная история кексиков. Чего в некоторой степени он и добился, введя змея и разобрав по итогу его на составляющие. Но, как правило, альтернативные концовки от фандома, равно как и попытки объяснить то, что этого не требует, никогда годного за собой ничего не несли. И не несут. Вот диагноз вам в пример, да? Зачем пытаться сделать хороший эндинг для фанфика? Типа ты шо, в сосну ударился? Ради каких целей? Я тебя должна. Это как пытаться забить гвоздь минометным снарядом. Бессмысленно и вызовет недоумение у окружающих. И не только, скорее всего, недоумение. Да, я знаю, это была попытка Блюбевера справиться с желанием выпуститься из ДСП коробки. Разумеется, после прочтения фанфика. И, типа, я понимаю, я сам делаю этот видос, чтобы справиться с ПТСР после Дангозовой. Я верю в Бога. Но я, в общем, говорю. Собственно, Шестикрылыч не стал исключением. И вслед за всеми дал жидкого в своих попытках потрогать то, что работало. Я обо свои эти шорты. Сама идея вернувшегося духа насилия, что, вероятно, раздавал вместе с Дискордом налево и направо в былые времена, очень интересно. Но только тут проблема в том, что она не раскрыта должным образом. Неправильно. Ну, то есть, даже попыток не было. Например, можно было бы заставить усомниться шестерку в гармонии как таковой, показывая им настоящую, реальную и не искусственную жестокость окружающего мира, которую ранее вместе со Змеем Нефором полностью искоренили аликорны. Ты себе представляешь, какой это потенциал? Упущенный. Потому что все, что мы в итоге заимели, это какую-то пародию на первые 2 серии 2-го сезона. Да, те самые, где дед вылез из статуи. В чем отличие между ними? Практически ни в чем. Был, значит, древний дух какой-то хрени, которого заточили во что-то. Потом это что-то произошло, он выбрался и начал наводить суеты, справиться с которой должна была бы шестерка. А это я сейчас про змея говорил. Чего? Проблема в том, что Дискорд своим возвращением внес значительный импакт. Он не только повлиял на окружающий мир, но и на саму шестерку, которая по итогу превзнемогла это и забомбила чувака обратно в каменный век. И Змей же, слился с позором. Пупыч просто вылез и такой: смотрите, какой я злой. После чего ему просто надавали во все возможные щели. Он даже размяться не успел. Бога смерти слили быстрее бога хаоса. Чё? Это как
вообще? Заявляя это, я имею в виду и нереализованный сценарий, который представлял собой просто беспонтовую аниме-битву ради аниме-битвы. 0 сюжетной ценности, 0 на счету. Простите, но это даунгрейд в сравнении с тем же Локи Джоем. Даже если и слизывать сюжет с Дискорда, можно было бы воспользоваться оригинальной структурой, заменив хаос на Раз, сработал ее, улетела ж, все. И в отличие от богомерзкого диагноза, она была бы действительно оправдана. Используйся она и далее, как инструмент, меняющий правила мира и заставляющий двигаться героев. Уже бы вышло неплохо. Эдакий альтернативный, более Дискорд. Заметьте, не я один подметил их схожесть. Ну, вероятно, это просто чернокожий, немного нефорский, но брат деда. Такой расклад произошел из-за того, что Куду совершил одну большую ошибку. Вот это была ошибка. Он попытался продолжить то, что этого не требовало. Хотя нет, не так. Он почти что позволил себе перерасти альтернативной концовке в оригинальное произведение. Вот, кстати, не заметили? Как-то уж больно они похожи между собой. Правда, одна версия курильщика, а вторая здорового человека. Мексиканца справа! Это маска Мехики. Ага, и сейчас вылезет Слава Чиназес и такой: о, я знаю этого Эрмано, это мой хороший Эрмано. У нас была торговая сделка, я ему притащил приблизительно 10 тысяч тонн коки from Mexico to Australia, with love, как говорится. Вот. Подробности данной сделки не разглашаются, но в награду за мои достижения среди мексиканского картеля он нарисовал... Так я ему нарисовал, получается. Меня наебали, Эрмано, меня наебали крупно. Ты, кстати, глаза мои цензуришь? Так, у нас здесь технические неполадки. Блин, ты просто... Мы в прямом эфире, это можно вырезать или не можно? Люди узнают, что у меня глаза есть, Эрмано. Так и доверяет им пане свою жизнь. А если меня найдут подлый гринго from America, они ж опять в Мехико устроят, ведут свои войска, у нас нефть есть, кстати, я сказал. А Эрмано, что втыкаешь? Надо бежать. Покой мексиканский флаг, мы бежим в телеграм-канал рептилии, от американцев, мы будем там новые серии диагноза обозревать. Бежим, Как раз таки вот почему я назвал комикс почти самостоятельным. Ибо как ни крути, истоки в виде кексов мертвой хваткой вцепились в этот корабль, утягивая его на дно, не позволяя ему выбраться, даже несмотря на все попытки автора предпринять хоть что-то, дабы довести размотанное в хлам судно до берега. Знаете, я рад за голубого бобра. Ведь спустя 11 лет тот таки понял, во что по итогу может скатиться комикс. В диагноз сюрприз, блин. Ибо как бы я ни хвалил сюжет, но то, что должно было выйти далее, не было достойно даже существования. Шестикрылый змей — это одно из тех самых произведений, чье переосмысление я бы с прибольшим удовольствием глянул бы. В топку эти копейки. Чудо животное. Пам-пам-пам. Змей никак не вяжется с ними. Сама его идея достаточно оригинальна, чтобы закрутить вокруг него такое произведение, что смогло бы надавать кому угодно и закрепиться среди легенд фандома, даже если не в виде самостоятельного произведения, то хотя бы в виде переосмысленного Дискорда. Такая вот история, гайсы. Комикс-то хороший. Он реально дает тому же диагнозу такого чипалаха, что тот просто убежал в слезах плакаться своей мадре. Проблема-то в том, что якорь в виде проклятых капкейков не дал тому перерасти во что-то более великое. А позже и вообще хотел направить комикс куда-то далеко и не пойми зачем. Блюбобр вовремя понял, куда это все ведет, и сказал: я тебя породил, я тебя и убью. Правда, понял он это через 11 лет, ну не мне его судить. Человеку, у которого свободного времени а он даже не начал работать над своим комиксом, хотя вполне мог бы. Да ну, мне нужен, он мне надоел уже, Очень маловероятно, что автор будет планировать переосмысление. У него предостаточно хлопот в своей жизни, и, вероятно, буквально нет времени на подобные работы. Все-таки человеку 40 с плюсом лет. Итак,
Я знаю, что рано или поздно автор глянет это видео. Я хотел бы сказать ему спасибо. Старались. За многое на самом деле. За то, что он без проблем согласился на интервью. За его комикс, который, вероятно, подарил многим из нас частичку детства. Ну или, конечно, психологическую травму, тут как посмотреть уже. Мне было приятно погрузиться в ностальгию и обнаружить то, что тот самый комикс из моего детства оказался далеко не разочарованием, как некоторые. Надеюсь, что ты все еще сможешь выдать что-нибудь эдакое, что вновь бы разнесло кабины всем. Старый, ну чё ты? Что такое случилось с тобою? Докажи, что у тебя все еще есть порох в пороховницах. Как говорится, разъеб эту кибитку. Ну и с прошедшим тебя. А теперь быстро все написали в комментах Кулу. Снюхай тебя 40 с чем-то летием. Снюхай, Что ж, спасибо за просмотр, но не спешите ливать обратно в рейки. Хочу вам накинуть немножко важной инфы. Главная причина, по которой видосы выходят так редко, это не я, это не мои проблемы. Это этот кусок гнилого пня, монтировать на котором просто пытка. Можете просто представить мое хапа, когда монтажная программа стабильно вылетает раз в 10 минут. Это... Я считал. И не дай бог ты накинул лишний эффект. Все. Забудь про последние 5 минут монтажа. Мой синий экран. Рендер это вообще отдельная песня, петь которую мне не хочется. Чтобы вы понимали, я диагноз рендерил 3 дня без перерыва. И даже не потому, что ноут, а просто потому, что он не может это делать физически. Он инвалид, и даже не колясочник. Просто чтобы забороть эти ошибки рендера, мне проект приходится делить на 20 отдельных эпизодов. И то даже это не гарантирует то, что на половине процесса не вылетит прога или вообще синька. Просто потому, что у моего... этого пенька не хватает мощности. Собственно, я думаю, вы все уже поняли. Если каким-то чудным образом вам понравился мой контент и вы хотите его больше, чаще и качественнее, то можете закинуть пару деревянных на новое железо. Мы с шейхами из чата уже собрали половину суммы, так что я буду очень признателен, если и вы поможете добить оставшуюся часть. Ни перед кем в долгу не останусь. С моей стороны, видос в месяц-полтора, новая планка качества монтажа, просто потому что я смогу себе это позволить. И самое главное, регулярные стримы, в которые я залечу и кибитку всему живому в принципе. Ну а вы будете, само собой, увековечены везде, где только можно, как настоящие герои, без которых мое дальнейшее развитие как контент-мейкера было бы невозможно. Сгибный ноут — это все, что не дает мне делать то, что я хочу делать больше всего. Делать вам видосики и мутить стримчики, чтобы вот в такие конченые, откровенно говоря, времена вы не теряли улыбки на своих лицах, как-то отвлекались. Это все, что мне нужно от этой жизни. Настоящий герой слав — это не тот, кто в сияющих доспехах и красивой позе. Герой тот, кто делает то, что нужно сделать. И запачкаться приходится, и кровь проливать, а он все равно делает, потому что так надо. Мужик он потому и мужик, что это понимает.